Друзья, привет! Всех рад приветствовать на канале Рыболов Копатель. У нас наступила настоящая, как это сказать, синоптическая осень. Тут уже по погоде вопросов нет. Осень, она и есть осень. Достаточно холодно. Как видите, я в шапке. Мы приехали с Колей сегодня на хутор, где я был перед этим. Будем ходить непосредственно вокруг домов, обследуем территорию и прогуляемся по ручью. Пробьем склоны, потому что вы видели верховые находки в прошлый раз. Они заставляют задуматься, друзья. Надо проверять. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, ставьте палец вверх. А для тех, кто хочет поддержать, во время премьеры вы можете воспользоваться функцией суперчат и отправить платное сообщение. Друзья, также есть реквизиты в закрепленном комментарии. Это не обязательно, на ваше усмотрение. Поехали, надо искать что-то интересное и показывать. А вот и Коля с нами, друзья. Доброе. Коля шапку забыл, вот в капюшоне сказал будет Да, ходить. меня там с утра соседи повеселили, поэтому не получилось, забыл я про эту шапку. Какой-то нарик долбился с утра в двери, пришлось его в чувство приводить. Да, Коля его отоварил с утра и уже... Ну, не отоварил, я его проводил до квартиры, успокоил, что все нормально. Назовем это так. Сигнал, друзья, причем звенело железо. Вытащил его, под ним что-то цветное. Я даже не поверил сначала, но силуэт знакомый. Опачки. Пряжка без накладки. Сейчас надо максимально аккуратно прозвонить на предмет накладочки. Наверное, первушная. Ну так, сохран. Так-сяк. Зачет. Сейчас позвоню. Может, и накладка будет здесь, хотя сомневаюсь. Накладки не было, друзья. А жаль. Но ничего, найдем в следующий раз. А может быть, даже и сегодня. Кто его знает. Самое главное, что теперь есть куда ее ставить. Заодно уж почистил. Наверное, по Первой мировой, скорее всего, было. Клеем не вижу. Вот такой вот смайлик, друзья. Приветствует вас на канале Рыболов Копатель. Батюшки мои. Следом вот такая интересная кирка. Небольшая. Да ёшкин крот. Положу, может, на обратке. Ее захвачу. Ай-яй-яй, ребята, что за ароматы доносятся с лесных просторов? Уже вам знакомо вот это вот? Должны вы знать уже это, друзья мои. Вот оно. Прострелило. Очень запах лютый. Вон они. Раз, два. Вот это приятное. Вот это. Опа. Приятного аппетита, друзья. И доброго здоровья всем. Копаем дальше. Полетели. Смотрите, друзья. Посмотрите, какой облом меня постиг. Штаблаг. О, С или что это, фиг его знает. Такая ложка поломанная, к сожалению. Но это не серебро, это посеребрение, наверное. Да, жаль. Прикольная была.
Ребят, дошли до фундамента. И вот такая труба торчит. Я хочу ее достать полностью. Чем она тебе понравилась? Очень нравится мне такая труба. Очень она мне нравится, Коль. Это канализационная. Ну я не знаю точно какая, но на них иногда бывают маркировки. Я понял, ну обычно. Вот на ней диаметр, наверное, 125. Так, ребят, следующий сигнал и следующая находка. Вот такая вот резиновая накладка на трак. Может, на полугусе на каком-нибудь стояла. SD KFZ какой-нибудь. Рядом еще одна. Тут он какой-то клеймо еще, по-моему. Угу. Вот это прикольно. Такую можно забрать. Опа. Опа. Ростфрай. Клеем никаких не вижу, друзья. Слушайте, может алюминий ручка? Даже не знаю. Ростфрай. Ну, что-то рыбные дела какие-то, похоже. Отличная находка. Какая-то бирка вылетает. Сейчас попробую ее почистить аккуратно. Она цинковая. Сейчас почистим. Ну, перевод гласит: устройство автомобиля, шасси и номер. Что-то там 560 000. Еще одна находочка, и кажется, сантехнические дела пошли. Опа. Такой замечательный краник. Ой. Неглубокий сигнал был. И какая-то табличка с немецкими надписями. По-моему, что-то с розжигом связано. Сейчас я ее почищу и посмотрим. Ребят, ну тут какой-то Ахтунг. Непонятно, какие-то бомбы, в общем, нарисованы. Окей. Идем дальше. Тяжеленная находка среди леса. Посмотрите, какой. Просто какой гигант. Весом 25 килограммов. Как будто что-то знакомое. Может, от какого-нибудь тяжелого орудия. Даже не знаю. Ну, как будто где-то встречалось мне такое в литературе, что ли. Или на фотографиях. Что это может быть? Специалисты, пишите. Наша любимая веселка. И снова. Посмотрите.
что тут мицелий произрастает. Раз. Два. Два шикарных гриба. Малыш сидит здесь. Трис. И вот он спрятался. 4. И дальше иловские дела. Пробитая. Забираем на латунь. Сегодня чисто по крупнику идем. Оба! Смотрите, какой змееголов, блин. Ключик что надо. Ребята, уж коль скоро мы были неподалеку от Бальги, решил заехать я для того, чтобы показать вам. Потому что те, кто недавно на канале, не видели, наверное, это легендарное место, где была сосредоточена масса войск вермахт. Они были прижаты, оказались зажаты в Хайлигенбальском котле. Примерно 5-7 километров от Хайлигенбайля, ныне Мамоново, находится Бальга. Там же руины замка. Сейчас я вам все это покажу. И побережье залива, конечно же. Тут брусчатка. Всем до более известная, кто любит покопать в этих местах. Историческая справка. А ты откуда? Я со Светлого. Со Светлого? Да. Вот смотри, Угу. я вам покажу. Вот, вот это не замок. Смотри, вот на вот этом рисунке, Угу. вот эта башня, вон она там стоит в углу. Угу. Вон там в углу, вот эта В конце вот этой стены получается, да? И вот это кусок стены, вот она. Ага. Видишь? А ты вот дорога. Угу. Вот здесь вот где-то заехал. Угу. Видишь? И вот эта стенка, вот, ну вот эта стена, вот здесь вот так она стояла. Угу. Видишь, вот. Понятно. А замок, вот он. Видишь, вот это вот замок. Угу. Вот, видишь, вот. Вот ров вокруг. А вот этот ров, вот этот получается. А это ров, вот это вот защищали вот эту стену. Ага. Крепость эту. А вот ров, вот здесь ров, видишь, вот. Угу. Замок вот был. Угу. Там даже и этот ров есть, Угу. понимаешь? Я понял. Вот ты вот приехал по этой дороге, вот. Вот сюда ты приехал, вот сюда. И где-то вот здесь машину поставил. Угу. Или вот здесь ты. Ну вот, где твоя машина стоит. Я понял. Вот. А у вас вот тут пункт ваш где-то получается, да? Да, а я вот с этой стороны. Угу. Ясно. Понял? Вот это бордюр, вот там этот, вот замок вот этот, вот, который я тебе говорил, вот он, вот бугор только остался от него. Понятно. Все? Хорошо, мы пойдем посмотрим тогда Да, туда. да, ради бога. Спасибо вам за историческую справку.
Обратите внимание на толщину стен, ребят. «1964 год». Года 3 назад на канале было видео, где профессор подробно рассказывает про это место. Кому интересно, углубленно от самых истоков изучить, переходите, посмотрите. Интересная информация. Сегодня же я так вкратце решил заехать, просто чтобы вспомнить, вам напомнить, показать. Смотрящий сказал, сам замок, он находился непосредственно вот здесь, на этом холме. Метров 30, наверное, высота. Вон, и там залив. Че, ребята, посмотрели? Посмотрели, пробежались, да, так. Ага. Ну нормально у вас, я был последний раз, у вас вот дорожек этих не было, смотрю, беседки поставили. Туда. Ну, приехал. Ну со понятно, своим. люди ездят, да? Да. Они думают, здесь черт знает что, а здесь одна стенка. Ну, да. Что с этой стороны посмотрел, что с той Ну стороны. да. Ну. Я. Ну ладно, спасибо вам. Давайте. Да, всего до доброго. свидания. Всего доброго, удачи. И вам тоже.